Наш сегодняшний герой занимается своей профессией с 6 лет. Сегодня сложно найти человека, который не смотрел хотя бы один его фильм. Но если по какой-то случайности этот человек именно вы, то я надеюсь, что после просмотра этого видео вы захотите ознакомиться с творчеством автора непосредственно. Потому что сегодня мы с вами поговорим о британском и американском режиссере и сценаристе Кристофере Нолане и о том, какая идея заложена абсолютно во всех его фильмах. Привет, дорогие друзья! Это Белинский, и вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведения мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможности избегать. Одним из фундаментальных базовых сюжетов для литературы и кино является сюжет, построенный по типу «Одиссеи». Рассказ про вечное возвращение домой – это история, близкая, наверное, каждому человеку. Ведь подсознательно все люди, и, как ни странно, даже маленькие дети хотят вернуться в более раннее детство, в городок, на эту улицу в 3 дома, где все просто и знакомо. История человеческой цивилизации – это история странствия, а где есть странствие, там есть и тоска по дому. Когда люди вышли из Африки, они взяли с собой только смутные воспоминания о покинутой родине, которые легли в основу множества мифов о потерянном рае. Этот сюжет заложен в фундамент 3 главных современных религий, и, по крайней мере, с точки зрения христианства и мусульманства, вся человеческая жизнь – это Одиссея, цель которой – вернуться домой. И что бы ни снимал Кристофер Нолан – криминальный триллер, историческую драму, научную фантастику или экранизацию комикса, Нолан каждый раз рассказывает одну и ту же историю про попытку возвращения домой. Герои этого американского режиссера обычно сначала забираются куда-то очень далеко, в другие страны, как в Дюнкерке, в глубины космоса, как в Интерстеллар, или в пучину собственного подсознания, как в фильме «Начало». И потом эти герои пытаются отчаянно из тех дебрей, в которые они забрались, выбраться. Фильм «Помни» стал первой работой режиссера, вышедшей в большой прокат. Сюжет в этой картине развивается в противоположную сторону от конца происходящего к началу, возвращая зрителя и персонажа назад, в то место времени, в которое стремится главный герой по имени Леонард. У Леонардо проблемы с долгосрочной памятью. Он не запоминает ничего из того, что с ним происходит, и способен держать в своей голове события только последних 5 минут. На первых кадрах картины мы видим, как Леонард стреляет в голову мужчине, который, как станет понятно чуть позже, был убийцей жены главного героя. Дальше сюжет картины идет наоборот. Мы видим, что происходило за 5 минут до того, как Леонард выстрелил. Потом мы видим то, что происходило за 5 минут до того, что происходило за 5 минут до того, как Леонард выстрелил, и так далее. А в конце мы возвращаемся почти в самое начало и узнаем, что это Леонард сам и убил свою жену. Но через 5 минут об этом забыл, нашел свою жену мертвой, подумал, что кто-то ее грохнул и, желая отомстить, решил искать ее убийцу. А чтобы ничего не забыть, он начал писать себе записки, фиксируя все важные события, происходящие с ним в течение дня. И с каждой новой запиской он все больше и больше отдаляется от истины, погружаясь в придуманный им несуществующий детектив. Когда Леонард разыскивает убийцу своей жены, в его жизни есть какой-то смысл. Пытаясь отомстить, он пытается вернуть утраченное. Но, как мы уже говорили когда-то, обсуждая роман Евгения Водолазкина «Авиатор», возвращение назад невозможно. Для героев Нолана оно немыслимо, потому что нельзя отменить того, что было сделано. Пытаясь вернуться назад, персонажи режиссера хотят исправить совершенную в прошлом непоправимую ошибку. Это или убитая жена, как в фильме «Помни» или «Начало», или девушка друга, как в фильме «Престиж», или это случайно убитый напарник, как в кино «Бессонница», или ребенок, как в кино «Дюнкерк». Это может быть брошенная дочь, как в «Интерстеллар», или даже убитые родители, как в «Бэтмене». В любом случае, когда герои Нолана ищут дорогу домой, они пытаются исправить совершенную ими роковую ошибку, которая разрушила их дом и стала причиной их изгнания из рая. Чтобы снова оказаться дома, эту ошибку, совершенную ранее, нужно исправить. Вот почему герои Нолана так часто возвращаются в прошлое и вообще самыми разнообразными способами путешествуют во времени. В своей последней на текущий момент картине Нолан описал целый параллельный мир, время в котором движется вспять. И действительно, машина времени – это единственный способ исправить совершенную ошибку.
А если ошибку нельзя исправить, то ее нужно искупить. Спасти другую женщину, другого ребенка или сразу все человечество. Впрочем, если перед героями Нолана встает дилемма выбора между близким человеком или всей земной цивилизацией, они выбирают первое. Но даже если они спасают всех и сразу, то и в этом случае искупить свои ошибки и найти потерянный рай у них, как правило, не получается. Даже Бэтмен и тот не смог вернуться. Одной из самых любимых картин Кристофера Нолана для меня является «Интерстеллар». Этот фильм американского режиссера и сценариста отсылает нас к другому известному произведению американской литературы «Гроздья гнева» Джона Стенбека. Мы уже говорили о «Гроздьях гнева» ранее в одном из наших прошлых роликов. Если вы его не видели, то советую вам посмотреть, перейдя по ссылке под этим видео или найдя этот ролик на моем канале. В «Гроздьях гнева» описывается история о том, как в 30-х годах в США из-за неправильной эксплуатации земли фермерами, которые засеивали свои участки хлопком и пшеницей, цены на которую в то время сильно выросли, из-за того, что эти фермеры не давали почве отдохнуть, не меняли культуру, не применяли правильные удобрения, из-за этого земля стала неплодородной. Пришел неурожай, засуха и песчаные бури. Фермеры были вынуждены покинуть мертвую землю в поисках нового дома в Калифорнии. Нолан рассказывает ту же историю, только земля у него пишется с большой буквы, потому что теперь это планета. Его фермеры улетают искать дом в другие галактики. С собой они везут человеческий биоматериал, чтобы засеять новую Землю людьми. Но главный герой по имени Купер делает нечто большее. Он находит путь к спасению всего человечества, оставшегося на голубой планете. И все люди, построив ковчег, садятся в него и улетают. Но спасение человечества для Купера – это побочный эффект, потому что единственный, кого он действительно хотел сохранить, это его дочь Амелия. Для Купера главной ошибкой было решение улететь с Земли и оставить свою дочь. Ему не нужно человечество, ему не нужен новый дом, потому что дом для него – это Амелия, а единственный способ найти дом – это вернуться к ней. И тут Нолан помещает Купера в самое страшное для него место, в то место, откуда нельзя вернуться, в параллельную вселенную, находящуюся за книжным шкафом Амелии. Главный герой видит свою дочь, кричит ей, но она его не слышит. Близок локоток, да не укусишь. Время для Купера остановилось, и кажется, он вечно будет пребывать в этом аду. Это характерная для Нолана метафора потери, в которой близкие нам, но покинувшие нас люди всегда находятся рядом с нами, и даже непосредственно в нас, в нашем сознании, в нашей памяти, в наших снах и, может быть, даже мечтах. Ведь по-английски сны и мечты – это одно и то же. В конце фильма Купер все же находит Амелию, но по законам жанра не обретает оставленный дом. Поэтому он продолжает путь и улетает к Брент, которая где-то там оборудует базу, одна в чужой галактике. Может, прямо сейчас она готовится погрузиться в сон при свете нашего нового солнца в нашем новом доме. Купер разворачивается. Он перестает искать дом в прошлом и начинает искать его в будущем. Лично меня, как ни странно бы это ни звучало, это заставляет задуматься об единстве двух классических сюжетов – Илиады и Одиссеи. Сюжета войны как поиска нового дома и сюжета возвращения домой. Когда люди, бежавшие с насиженной земли от войны, угнетения или голода, останавливаются перед бурной непроходимой рекой, пугающей своими порогами, мудрые говорят: «Давайте вернемся назад, там было лучше». Но смелые им отвечают: «Давайте попробуем перейти эту реку, быть может, лучше будет там». Так что же такое потерял Кристофер Нолан? Что же он оставил? Что же он такое совершил в своем прошлом, что хочет теперь исправить, и что наложило такой отпечаток на все его фильмы? Американские дети впечатлительны. Может, это просто был какой-нибудь хомячок, которого Кристофер в детстве забыл покормить или случайно придавил клеткой? А может, это и вовсе просто коммерческий расчет, основанный, тем не менее, на понимании ни много ни мало человеческой души. Но даже если это просто расчет, то расчет очень талантливый. Вот такой обзор на всего Нолана у нас сегодня получился. Как всегда, прошу вас оставить под видео комментарий. Напишите, что вы думаете о творчестве Нолана и какие вопросы оно у вас вызывает. За 12 минут всего не расскажешь, уверен. Я многое упустил. И если накопится достаточное количество вопросов, то мы обсудим их в наших следующих роликах. А в следующую пятницу на моем канале выйдет видео, посвященное фильму Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. А если у вас есть свой любимый автор или произведение, кино или книга, и вы хотите услышать его интерпретацию, то смело пишите в комментариях. По лучшим предложениям я сниму новые ролики.
На этом я с вами прощаюсь. Всем пока!